Всем привет! В этом видео мы будем делать морскую диораму с британским миноносцем HMS Ariadne от компании Rival. Корабль был построен в Глазго, в Шотландии, спущен на воду и введен в эксплуатацию в феврале 1943 года. Кроме своей основной задачи, как минного заградителя, корабль также использовался для перевозки солдат армии США во время Второй мировой войны. Списан был в июне 1965 года. Модель довольно простая в сборке, так что вполне подойдет для новичков в моделизме. Набор состоит из 76 пластиковых деталей. Итак, сборка модели закончена. Перед покраской корабля решил заняться подготовкой основания диорамы. В качестве основы взял кусочек пенополистирола. Поверхность буду формировать из гипса. Вода и гипс по вкусу. Плюс немного клея ПВА. Поливаем получившуюся массу и равномерно распределяем ее на поверхности. Для создания волнистой структуры удобно воспользоваться обычной чайной ложкой. Чтобы обозначить место, где будет находиться корабль, обернем его сначала в тонкую упаковочную пленку, чтобы не наляпать гипсом, после чего слегка вдавим в необходимом месте. В общем, я немного опоздал, гипс очень быстро застывает, так что пришлось еще немного поработать вручную. В итоге получилась вот такая заготовка. Для окраски основания я буду использовать акриловую краску XF18 Medium Blue от Tamiya. Теперь пришло время окраски миноносца. В качестве грунтовки решил попробовать жидкий грунт от Tamiya. В работе он мне очень понравился, но в процессе мне захотелось его немного разбавить, и я случайно добавил акриловый растворитель вместо эмалевого. В результате краска свернулась и аэрограф забился напрочь, так что пришлось заняться незапланированной промывкой и очисткой. В качестве основного цвета я выбрал серый XF53.
Однако, когда краски высохли, и я установил корабль на основание, понял, что его цвет сильно темный и будет смотреться не очень на фоне темной воды. Так что я решил перекрасить в более светлый оттенок, смешав краски XF53 и XF12. Этот процесс остался за кадром. Итак, теперь самое интересное. Волны будем делать с помощью вот такого геля для имитации воды. Оттенок глубоководный синий. Сам процесс нанесения очень прост. Намазываем жирным слоем на всю поверхность, после чего начинаем создавать волнистый рельеф. В этом процессе не стоит спешить и бояться, что гель быстро застынет. Время полного высыхания составляет 24 часа. Из подходящего инструмента под рукой оказалась только отвертка, так что пошла в работу. Между делом решил немного раскрасить корабль и выделить некоторые детали темно-серым. Также для выделения мелких деталей добавил немного черной смывки от Tamiya. Чтобы убрать лишние подтеки и добавить им направленность, удобно пользоваться палочкой для удаления смывки. Спонжевый наконечник с микроструктурой отлично ее впитывает. Следующим этапом я взял гель белого оттенка для имитации кильваторной струи и волн у носа корабля. Чтобы сделать более реалистичные брызги воды и барашки, добавил в этот гель томиевской белой краски XF2. Финальный этап – окраска краев основания в черный цвет. И декаль с названием корабля HMS Ariadne. Итак, готово. С волнами, конечно, пришлось повозиться, но результатом я остался доволен. Готовую диораму поместил в акриловый бокс, чтобы не пылилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. В описании вы найдете ссылки на материалы, которые были использованы для создания этой диорамы. Спасибо за ваше внимание, до новых встреч!